с рождения, можно сказать, у меня в крови течет, наверное, не кровь, а вино. Мне, наверное, вот передалось что-то такое с генами, да. Wine and Spirit Competition. Конкурс был 2011 года, и впервые там были замечены наши вина. Я думаю, что вина сегодняшние, уже русские вина, пользуются популярностью. Да, однозначно я чувствую себя героем, потому что когда первый раз я это сделал, ко мне пришло 250 человек, половина пришли посмотреть на этого идиота, который занялся российским вином, и половина чисто из уважения. Русское вино как понятие появилось в общественном сознании сравнительно недавно, всего каких-то 10-15 лет назад. В винных картах ресторанов и на полках крупных сетевых супермаркетов продукция российских виноделов пока все еще составляет небольшую долю по сравнению с зарубежными конкурентами. Но все очень быстро меняется. Взятки. Трибон. В этом году вина России наконец-то получили официальный статус на законодательном уровне. Отныне российским может считаться только то вино, которое произведено из винограда, выращенного на территории Российской Федерации. Производство вина из импортных виноматериалов и концентратов оказывается вне закона. Еще недавно большая доля вина в нашей стране производилась из смеси импортного сырья непонятного происхождения, а фраза «российское вино» звучала скорее как оскорбление. Теперь, покупая бутылку, на которой написано «сделано в России», мы можем быть уверены, что пьем действительно наше вино. Почему это важно? Это наш ответ санкциям, импортозамещение в действии или проявление патриотизма? Из серии «Мы вам покажем, как любить лозу по-русски». Как это будет по-русски? Как это будет? Как это будет? Как это будет? Как это будет по-русски? Как это будет по-русски? Поверьте, вино это уже по-русски. По крайней мере, для современных российских виноделов и тех, кто уже оценил так называемое новое русское вино. В традиционных винодельческих регионах России не только возрождаются старые виноградники и заводы, но и появляются новые. Возрастает интерес к так называемым автохтонным сортам винограда. А на международных конкурсах наши вина все чаще становятся победителями в слепых дегустациях, получая ежегодно по несколько десятков медалей. О новом русском вине, как и явлении, уже говорят именитые эксперты из мирового рейтинга ТОП-100, но мало знают в самой России. Что мешает развиваться нашему виноделию? Кто мешает российскому потребителю получить качественное российское вино? Зарубежные конкуренты, сложившиеся годами традиции питья или плохой маркетинг? Разобраться в деталях мы отправились в Краснодарский край. Именно Кубань сегодня является одним из самых активно развивающихся винодельческих регионов. И насколько хватает взгляда, виноград, один бесконечный виноград. Я вообще не понимаю, где мы находимся, в России, или в Италии, может, или во Франции. И все так красиво, аккуратно, совершенно невероятный теруар, как это по-правильному. Приятно, что мы все-таки в России. Сначала это может показаться странным, ведь в мире уже достаточно состоявшихся винных держав. А традиция питья в России и сама русская кухня, казалось бы, требуют совсем иного вида напитка. Мы почему-то воспринимаем русскую кухню исключительно как деревенскую. Вот это вот так сформировалось вот за годы советской власти, исключительно деревенскую. Но в городе это вино употребляли всегда. И, да, оно было импортное преимущественно. Хотя в конце 19 века уже появились и российские вина, и было очень популярно. И в Москве было огромное количество винных магазинов. И все прекрасно сочеталось. В последнее время, да, все больше и больше пьют русские вина. Ну и сами вина стали появляться хорошие. И отношение несколько изменилось к русскому вину. Да не только к вину, а ко всему русскому постепенно как-то, мне кажется, меняется. Действительно, если вспомнить советские времена и даже 90-е годы, выбор вина к праздничному столу звучал примерно как знаменитый вопрос стюардессы. Курица или рыба? Красная или белая? Да еще советское шампанское, полусладкое, на Новый год. Сложно сказать, что больше влияло на формирование столь лаконичной винной карты. Специфика домашней советской кухни, непритязательность населения или плановая экономика. Раньше, если брать, да, там историю российско-советскую и прочее, что главное было? Произвести некий продукт вино, неважно что. Вот делаем вино олиготе. В Краснодарском крае молотим весь виноград, сливаем в одну бочку, отправляем в Москву или в Санкт-Петербург, где это просто разливается на каком-то заводе, приближенном к потребителям. Да? Вот формат такой, экономически целесообразный, когда мы переработали, отправили, здесь основной центр потребления, сюда привезли пустую бутылочку, разлили и купили. Но не было индивидуализации, не было понимания вот именно классного вина. Классное вино может быть создано от куста до бутылки. Да? Вот, когда человек
вот сам винодел или заинтересованная компания, понимая, что в дальнейшем она не будет обезличена. Так устроен весь мир, так устроено все виноделие мира. Вот мы начали за последние 5 лет делать именно от винограда до бутылки. В гонке за экономической целесообразностью легко потерять индивидуальность. Упомянутая уже практика скупки и смешивания виноматериалов из разных регионов России и других стран позволяла производителям разливать дешевое массовое вино, что называется, на месте, поближе к потребителю. Но качество этой продукции, мягко говоря, не соответствует представлению о хорошем вине, а порой это было просто опасно пить. Отчасти именно такой подход нанес существенный урон репутации российского виноделия и создал стереотип – русское вино – это бурда. Навести порядок в вопросах регулирования виноградарства и виноделия, а проще говоря, запретить под видом русского вина разливать в бутылки не пойми что, решили уже на законодательном уровне. То, что закон нужен, наверное, безусловно, он нужен. Он важен для того, чтобы вино оторвать от водки. Вот, вино должно регулироваться другими законами, другими, скажем так, контрольными функциями. И я надеюсь, что это произойдет. Если будет принят правильный закон, то виноделие в России будет очень активно развиваться. Изменения в законодательстве дали новые возможности для производителей отечественного вина из собственных материалов. Это позволило в последние годы появиться небольшим производством и совсем крошечным винодельням, которые работают не на количество, а на качество. Они делают свое вино из своего винограда, который сами вырастили на своей земле. Говорят, для того, чтобы вино получилось хорошим, лоза должна страдать. Лучшие вина получаются из винограда, который растет на сложных почвах, под палящим солнцем, обдуваемый ветрами. Именно тогда виноград отдает вину богатый букет, в котором будут и терпкость, и аромат, и вкус жизни. Вот наш виноград. Красивый виноград. Хороший урожай. Вот и современное российское виноделие, подобно молодой лозе, пробивающейся через каменистую почву, приобретает свои характерные черты благодаря сложности. Мировым финансовым катаклизмам, обвалом рубля, международным санкциям и ответной реакции на них. На самом деле случилось в 98-м. Вот, потому что тогда люди, которые пили очень дорогие петрюсы всякие, да, и доллар вырос в 6 раз, и вдруг они осознали, что они не могут покупать, и что-то с этим надо делать. И тогда на самых крупных винодельных пошло переоборудование и осознание того, что надо заниматься российским виноделием. Сегодня в России с учетом Крыма чуть больше 90 тысяч гектаров виноградников и около 40 производителей вина. Для сравнения, во Франции это 800 тысяч гектаров, а только в одном регионе Бордо работают 5000 винодельческих хозяйств. Конечно, в мировых масштабах доля российского вина – это капля в море, но, вероятно, это и дает новым русским виноделам карт-бланш на творчество и эксперименты. И курс на высокое качество при жесткой конкуренции. Как сейчас принято говорить, со стороны наших зарубежных партнеров. Забудьте все, что видели в фильмах с Челентано. Никто уже не давит виноград ногами. Сегодняшнее виноделие – это высокотехнологичное производство. Если бы меня привезли сюда с завязанными глазами, потом развязали и спросили, ты где находишься, я мог подумать, что это нефтяная база или, может быть, даже марсианская станция. Невероятно, но факт. Современное вино делается в таких вот космических условиях. При производстве дистиллятов, крепких алкогольных напитков, таких как коньяки, бренди, виски, недочеты сырья могут быть исправлены в процессе двойной или тройной перегонки, грамотного купажа и последующей выдержки в бочках. Водку вообще сложно испортить. Спирты для ее производства максимально очищены от любых примесей. Нужно просто правильно смешать их с водой. Совсем другое дело вино. Винодел, как сапер, с каждым урожаем может ошибиться лишь однажды. Минимальное отступление от правил, малейшее нарушение технологии хоть на одном этапе, вы имеете все шансы получить либо совсем не то вино, которое планировали, или вообще испортить всю партию. Значение имеет все. Почва, на которой расположен виноградник, роза ветров, солнечный или дождливый был год, наличие или отсутствие вредителей, и даже то, как именно с вредителями борется винодел. Хороший винодел, еще когда срезает виноград с лозы, точно понимает, что у него окажется в бокале. Мало того, что он понимает, он это понимание того, что окажется в бокале, он старается всей своей работой воплотить и добиться стабильности продукта, чтобы мы из года в год нашему потребителю давали одинаковый, похожий продукт. В качестве примера приведу наше производство. Несмотря на то, что вы видите очень много современного технологического оборудования, но все-таки мы приверженцы традиций и воплощаем их, производя вино по классической методике. Все начинается с этапа сбора.
В большинстве случаев в России, как во всем мире, виноград собирают вручную, отделяя от грозди недозрелые и перезрелые ягоды. Будущим вином может стать только идеально созревший плод. Поэтому для каждого из сортов винограда и даже для отдельного участка виноградника определяется оптимальное время сбора урожая. Несколько осенних дней, в которые нужно уложиться. Убирать ягоды следует в тот момент, когда в них концентрируется максимальная доза сахара и максимальное количество гроздей достигли своей идеальной зрелости. Определить этот момент и эти самые дни – целая наука, а нарушение сроков – удар по качеству. В очень больших хозяйствах для правильного и своевременного сбора урожая приходится искать способы оптимизации. И тут на сцену, вернее на поле, выходят машины. Один комбайн заменяет почти 300 человек. За смену он способен собрать 150 тонн винограда, в то время как вручную один человек собирает максимум 500 килограмм. Устройство виноградоуборочного комбайна позволяет гарантировать качество получаемого сырья, потому что умная машина не косит лозу, а как бы обтрясает ее, таким вот образом собирая только спелые плоды, а недозревшие оставляет на ветке. Но виноград, собранный комбайном, должен быть доставлен на переработку в течение часа, максимум 2. Поэтому в подавляющем большинстве хозяйств исключительно ручной труд. Это только в кино так красиво. На самом деле это тяжелый человечный труд. А сколько из этого можно вина сделать? Ну, здесь грамм, как визуально, грамм 300. Я думаю, на бокал вина вы заработаете. С поля виноград доставляют непосредственно на винодельню, и далее следует целая череда манипуляций. Отделение гребней у грозди и плодоножек у ягод. Потом виноград дробят и давят, чтобы отделить сок от кожицы. Вы помните, сейчас уже никто не танцует в чане с виноградом. Современные машины позволяют не только ускорить процесс, но и делают его более гигиеничным. Полученный виноградный сок помещают в специальные сосуды, где ему предстоит процесс ферментации, попросту брожения. Здесь опять на помощь традициям приходят современные технологии. Вот эти металлические цистерны – усовершенствованный аналог чана для брожения. Они герметично защищают сусло от солнечного света. Аппаратура контролирует давление и температуру. Затем приходит время очищения и фильтрации, когда из вина удаляют все лишнее – примеси и осадок. И оно приобретает прозрачность, которую мы так ценим в бокале. На следующем этапе вино выдерживают в бочке. Оно должно повзрослеть, устояться и подышать. Благодаря процессам окисления вино становится мягче, раскрывая свой вкус и аромат. А самое молодое вино сколько может быть? Вот совсем молодое это сколько? Совсем молодое. Но мне нравится, когда бродит долго, вот 2 месяца, чтобы на брожении было. Самое быстрое это за неделю может бродить. Время выдержки в бочке зависит от многих факторов, например, от сорта винограда, а еще качество урожая и задач винодела. Обычным, или как еще его называют, ординарным винам хватает от пары месяцев до полугода. Выдержанным винам нужно 6 месяцев и больше. А марочные положено держать в бочке не менее 18 месяцев. От этого в конечном счете зависит качество и, соответственно, цена. Повзрослевшее вино разливают по бутылкам и отправляют потребителям. Особо благородные коллекционные вина продолжают дозревать уже в бутылке. Их могут дополнительно выдерживать в специальных условиях еще несколько лет. Мы видим, да, что каждому вину присвоено определенное место, ячейка, табличка. Это наш вклад, это наше богатство, это работа наших мастеров-виноделов. Ну вот в данной коллекции есть Мадера кубанская 98-го года рождения. То есть тут даже, наверное, в нашей группе присутствующие здесь некоторые люди младше этого года. Разбираясь в тонкостях, особенностях русского вина, мы решили разобраться и в том, кто эти люди, которые делают вино в России из местного сырья, и что подвигло их заняться этим непростым делом. Оказалось, что наравне с традиционными производителями в мир русского вина входят крупные бизнесмены, что называется, из реального сектора экономики. Они создают маленькие винодельни для души, работающие по принципу французского шато. Сам посадил, сам вырастил, сам собрал и сам сделал из этого вино. Александр Кислицын, например, пришел в винодельческий бизнес из нефтяной отрасли, такой же сложной и технологичной, и в чем-то даже похожей. Вы сказали, что виноделие похоже на нефтяной бизнес. Ну, по технологии. В большей степени, да. Много емкостей, много переливок, много процессов, которые А еще связаны. по сроку окупаемости, мне кажется. Ну, по сроку окупаемости это вопрос сложный. Нужно, чтобы виноград вырос. Это ему нужно как минимум 5 лет после посадки.
А для того, чтобы получил виноград зрелость, нужно минимум 10 лет. А далее эксперименты с терруаром, с сортами для получения надлежащего качества вина. Я думаю, что если этот бизнес окупится, это уже будет результатом хорошим. Практически все виноделы, с которыми нам удалось пообщаться за время нашего 3-дневного тура по Кубани, говорили о том, что виноделие для них, конечно, бизнес, но не самый прибыльный. Конечно, бизнес, но тот, который приносит удовольствие. Он как бы не только ради денег, он еще и для души. Это как призвание. У меня отец всю жизнь занимался виноделием, вот, еще в Советском Союзе. Вот, закончил свою деятельность в Мысхака. Вот, и мне это привилось еще, я там помню, в детстве вместо детского сада я ехал с ним на завод, смотрел уборку винограда, переработку. Вино — это долгий бизнес, очень долгий бизнес. Большие инвестиции, когда они отобьются, мы планируем, конечно, есть расчет, что они должны отбиться в течение каких-то десятков лет, но как поведет себя рынок, сложно сказать. С молодыми романтиками солидарны патриархи. Чем еще можно объяснить, что один из крупнейших в регионе застройщиков решает диверсифицировать свой бизнес за счет производства вина? Наверное, наступило такое время, когда мне захотелось просто изменить свою жизнь, можно сказать, или вызов определенный сделать. У моего прапрадеда был виноградник в Херсонской области в 1898 году. Через 15 лет здесь будет винодельня number one, и мы будем делать великое вино. Складывается ощущение, что виноделие в России — удел энтузиастов, которых тянет на виноградники вопреки здравому смыслу. Но выясняется, винодел — это диагноз на международном уровне. Свой уникальный терруар на Кубани находят не только россияне. Швейцарец Рено Бюрнье, потомственный винодел, чья семья занимается этим бизнесом последние 400 лет, тоже видит в нашей земле и нашем винограде большой потенциал. Вот уже много лет Рено и его русская жена Марина возрождают автохтонный, то есть уникальный местный сорт винограда красностоп золотовский. Потому что, посмотрите, здесь же замечательные условия для виноградарства. Я смотрю именно на этот виноградник, на эту часть виноградника, и, знаете, и представляю, как вот эта огромная армия моих маленьких детей. Вот, знаете, я прям физически, это ощущаю именно таким образом, как будто и думаю, что я за них ответственна, и я должна заботиться, вот именно такое чувство. Мы, например, всегда считали, что через как раз правильную философию, можно и прийти к деньгам, то есть это такая долгосрочная история, но зато это крепкая и настоящая история, то, что касается вина. Так что же мешает развиваться российскому виноделию и как повысить уровень доверия к нему? Может быть, дело в цене? Это мы пробовали 2018 брют. Сейчас мы попробуем 2017 из этой же линейки, только белый брют. Виноделы сходятся в своих оценках. Честная стоимость бутылки самого простого, ординарного русского вина в магазине должна колебаться в пределах 250-650 рублей. А что-то более выдержанное и изысканное – это уже 1500 рублей и выше. Но на полки сетевых супермаркетов попадают, как правило, только массовые вина. Российскому виноделию нужно думать и стремиться к оптимизации своих расходов на производство и, соответственно, делать качество лучше. Вообще у меня мнение, что цена должна быть на любого потребителя. Это, наверное, самая правильная концепция, которая должна быть на любой винодельне. Важный вопрос, который занимает потребителей. Можно ли определить по цене качество вина? И тут однозначного ответа нет. В ценообразовании на импортное и российское вино не действует простая математика. Тут масса факторов. Все зависит не только от расстояния и цен на перевозку, но еще и стоимости лицензии внутри государства-производителя, а также политику розничных сетей. Поэтому еще одним препятствием на пути русского вина к потребителю стали, как выяснилось, объемы производства и сложность с дистрибуцией. Нам нужно определенное количество, если смотреть с точки зрения закупки. Я работаю в сети. Мы ищем качество, цену и объем. Если мы ищем эти три показателя, нам нужен объем, допустим, на 90 гипермаркетов, которые есть у меня в сети. Это достаточно много, потому что если потребитель, гость нашего гипермаркета, пришел и видит замечательную цену, ему полюбилось вино, но вы не можете обеспечить его количеством, это крайне тяжелый вопрос с точки зрения закупки. Соответственно,
И вот это вот, соответственно, камень преткновения, потому что хочется больше и лучше, но у нас всего лишь порядка 80-90 гектаров под виноградники. Авторский гид «Русское вино», который уже несколько лет издает глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян, сейчас насчитывает уже 360 позиций российского вина, из которых 25 получили оценку международных экспертов свыше 90 баллов из 100 возможных. То есть это вина высочайшего уровня. Пока их невозможно встретить в магазине у дома, нужно ехать в специальный винный бутик. Да и цена на такую бутылку может составлять и 3, и 5, и даже 10 тысяч рублей. Впрочем, скептицизма относительно русского вина все еще достаточно. Кто-то убежден, что вино российского производства априори более низкого качества, чем любое импортное. Кто-то вообще не знает, что времена, когда все разливали из одной бадьи, давно прошли, и сегодня появился действительно уникальный отечественный продукт со своим характерным стилем. На самом деле все есть, информированность населения, она достаточно слабая из-за того, что рекламу мы не можем давать, она под запретом. И даже нет образовательных программ. Это самое основополагающее всего. То есть вино на сегодняшний день уже есть в различных ценовых категориях, на любой вкус и цвет. Уже большинство производителей осознали, что надо делать хорошее, чистое, качественное вино. Если ты хочешь какие-то изыски, сложности и так далее, конечно, ты за него платишь гораздо больше. Но нет доверия. Я неоднократно делал дегустации, переливая во французские бутылки российское вино и наоборот. И просто в открытую даешь человеку попробовать, и он говорит, конечно же, французское лучше, хотя там содержимое российское. Это какое-то вот внутреннее отторжение того, что ты не приемлешь. Раз русское, это значит плохое. Это касается не только вина, это в общем, касается очень многого в нашей жизни. Да. Мы живем в мире такой, может быть, неявной, такой латентной русофобии, и сами ее создаем. Не хотим даже пробовать что-то хорошее. Раз русское, ну давайте-ка я лучше возьму не русское. C'est drôle parce que les Russes, ils sont fiers de leur pays, ils sont pas fiers de leur vin. Ça, je comprends pas. Ирина говорит, что он не понимает, почему русские, они так гордятся своей страной и патриотично настроены часто, и не патриотично относятся к своему вину. Мы много лет уже, 15 лет, стараемся до всех донести, что русское вино может быть ничем не хуже, даже лучше, чем какое-то иностранное вино. И, наверное, вот Рено говорит, наверное, проблема в потребителях, да, что у потребителя нет достаточного доверия к русскому вину. И вот это вот очень сильно мешает. C'est plus facile pour nous de convaincre des gens en Suisse, en Belgique, de boire du vin russe qu'ici. C'est drôle, à l'étranger. Рено говорит, ну мы же много вино делаем дегустации за пределами России, и нам намного проще объяснить вообще и убедить, да, клиентов потенциальных за границей, чтобы они покупали русское вино, чем в России. В Испании в любом кафе, в которое ты придешь, тебя угостят своим вином из своего подвальчика. Оно может быть разным, но оно свое. Вот я думаю, что и у нас здесь должно быть много виноделин. Они должны быть качественные. Изменилось отношение к спиртному. Если раньше, если большой стол, это обязательно много выпивки, да? Сейчас мы уже приучаемся к тому, что можно посидеть с бутылкой вина, с кусочком сыра, винограда, орешков и провести так вечер. За 3 дня мы посетили 7 виноделин, от крупнейшего в Европе Кубань-Вино до маленького Шато Шумринка. Группа подобралась очень разная. Кто-то давно и хорошо разбирается в вине, а кто-то только начал отличать красное от белого. Но для всех стало открытием, насколько, оказывается, разнообразен мир нового русского вина. У всех, с кем я беседовал, я спрашивал, кто главный враг русского виноделия, что мешает развиваться новому русскому вину. Звучали самые разные версии, но все мои герои соглашались с моим мнением о том, что главный враг русского виноделия – это наш с вами снобизм. Мы должны пробовать, дегустировать русское вино, и только тогда оно сможет возродиться. Во-первых, это красиво. Российское виноделие сегодня является одним из самых стремительно развивающихся в мире. Всего за 2 с небольшим десятка лет наши производители проделали путь от возрождения виноградников до призовых мест на международных конкурсах. А во-вторых, именно виноделие, как ни странно, может стать одним из самых удачных ответов на санкции и нападки. Жителям Бордо или Бургундии, Риохи или Тосканы не нужно объяснять, в чем преимущество вин, произведенных в их родном регионе. Они это знают практически с рождения. Российским виноделам пока приходится убеждать соотечественников и отвоевывать буквально каждый сантиметр полки супермаркета.
Уверен, что уже через несколько лет виноделы Кубани будут рассказывать о своем вине с такой же гордостью, как бордосцы. И не только по праву рождения, а по праву людей, доказавших любовь к своему делу на практике.